И всем привет! Хотелось бы начать с того, что Dishonored является одной из моих самых любимых серий игр. По этой причине я прошел первую часть раз 6, наверное, вторую трижды, Death of the Outsider, один раз, короче. Но в очередной раз проходить игру теми же путями и способами уже надоело, поэтому я посидел, подумал и вспомнил идею, что прошла мне в голову еще при первом прохождении второй части. Ее, как вы знаете, можно было полностью пройти без магии, отказавшись от нее в самом начале. Игра под это предусмотрена. Но вот что до первой части, это меня и заинтересовало. Можно ли пройти первую часть, не используя магию аутсайдера? Сразу скажу, я не первый, кто до этого додумался. Вот, например, ролик с канала Spectre Channel. Просто пройти Dishonored без магии было бы слишком просто. Конечно, сложнее, чем с магией, но в любом случае просто. Соответственно, я захотел еще сильнее усложнить себе задачу. Вот условия челленджа. Нельзя использовать перенос и любую другую магию, в том числе и пассивную, использовать амулеты, убивать, то есть нужно закончить каждую миссию с галочкой напротив пункта «нет убитых» и попадаться на глаза, то есть закончить каждую миссию с галочкой напротив пункта «призрак». При этом можно использовать снаряжение и прокачивать снаряжение. Все это на максимальной сложности. И теперь, собственно, то, как это все проходилось. Убийство императрицы мы скипаем, там ничего интересного. Тюрьма и должна проходиться без магии, поэтому тут тоже ничего интересного. Винный квартал. Эту миссию мне пришлось перепроходить, так как, выполняя квест бабки, меня увидел один из этих чуваков, и я не придал этому значения. Позже я ее опять перепрошел, но без стрима. Кстати, все миссии, всю эту игру, все это прохождение было на стримах, так что записи стримов есть в плейлисте со стримами, да. Так что можете там посмотреть, я скорее всего отдельный плейлист еще просто создам под это прохождение, чтобы вот оно висело. Подожди, не ори. Продашь мне дротики? Ты чё, деда не зарезал? Да, мне нужны дротики, брат. Дед, отец, я не знаю, как тебя. Ты чё, уел, что ли, по сотне? Ебать, у тебя цены, конечно. Цена низкая, клянусь. Да, все, проклял. Кого, я не знаю, кем ты там клялся или чем. Но все, ты встрял, братан. Первым проблемным моментом оказались эти чуваки в переулке, и без переноса мимо них проскользнуть нельзя. Но, если подождать, пока они убьют своего друга, а потом избавиться от них по отдельности, то все получится. Думаю, я говорю, вроде без магии, да? Блять. Но Dishonored без магии никак не может, да. То есть до этого у меня трупы исчезали, не трупы, а вырубленные люди без сознания. Они у меня исчезали, и сейчас я левитировать начал. Я говорю, это игра... Да это, блядь, магическая скала, я не могу теперь... Все, я начинаю здесь левитировать. Да. Ладно, я могу один дротик, в принципе, потратить. Так, да, ушастый тварь. Вашу ж мать. То есть, когда я стрелял в того, вот который вон там вот стоит, это чмо слышало, когда я буквально у него за спиной вырубил чела, он не услышал. Он что-то крякнул, вякнул, развернулся, и все. Далее спасаем Мартина и собираемся по этим ящикам. Ничего сложного, но это только пока. Вот тут как будто вот специально сделано так, чтобы можно было пройти без этого, без переноса. Минуем ворота через двери рядом. Да твою мать, Корвану, залезь. Мы выходим на площадь Холджера. Спускаемся вниз и оттуда заходим в псарню, пройдя через которую попадаем прямо в канцелярию. Можно открыть секретную комнату, но мы в нее попадем в любом случае потом, так что можно на этом не останавливаться. Далее нам нужны инструкции по клеймению, так как только так можно избавиться от Кэмпбелла нелетальным путем. Подбираем инструкции, разбиваем стаканы и ждем. Вот тут нельзя усыплять Верховного Смотрителя прямо сейчас, так как в здании поднимется тревога, а нам это совершенно не нужно. Вместо этого мы идем назад к секретной комнате Кэмпбелла, там он снова попытается убить капитана Карноу. Мы ему мешаем, Карноу нам благодарен, тревоги нет, профит. Он резню пошел устраивать? Не, он просто убегает.
Бля, я испугался этого дебила. Хватаем смотрителей и ставим клеймо, после чего уходим с локации. Вторая миссия без магии пройдена. Осталось еще 7. Бля. Перед следующей миссией нас попросят избавиться от плакальщиков. Усыпляем их из арбалета и через дверь выходим на поверхность. Золотая кошка. Ну, тут надо будет обязательно выполнить задание от Слэкджова, что откроет нам секретный проход в Золотую кошку и нелетальный путь избавления от Пендлтонов. Поднимаем запись, а на обратном пути избавляемся от хитрых ассасинов, спрятавшихся в засаде. Можно вынести. Чпуньк. Он смешно лег. И получаем ключ от отеля. Через отель попадаем на крышу и оттуда в Золотую кошку. Бьем деда током, получаем код, спасаем Эмили. Возвращаемся к Слэкджову с кодом, он отправляет Пендлтона в шахты, миссия пройдена. Королевский лекарь. Вот этот уровень, как я и думал, доставил мне немало проблем, ведь помимо того, что этот уровень без магии проходит гораздо дольше и сложнее других, особенно мост, так еще и самая сложная часть уровня с магией скипается просто по щелчку пальцев. И пройдя все круги ада и забрав наконец-таки Соколова, я понял, что забыл отключить прожекторы на мосту. Прожектор, блять, еще же прожекторы отключить. Я забыл отключить прожекторы. Опа. Поэтому мне пришлось возвращаться назад, отключать прожекторы, что заняло лишние полчаса, но впрочем, и проходить этот уровень было довольно весело, так как полстрима играли гачи-микс из донатов. Спасибо огромное за то, что погладил рысью за 50 рублей. Хорошо, ладно. Надо бы, наверное, чуть потише сделать, что-то слишком громко, да? Прием бойлов. По большей части этот уровень казался самым простым. Мы просто проскальзываем мимо толбоев, попадаем на прием, игнорируем просьбу Пендлтона, так как дуэль это убийство, а мы тут без этого. Находим человека в маске. Я хер знает, что это за чертило, но он предложит избавиться от бойл мирным путем. Из диалогов с персонажами находим нужную и предлагаем ей повеселиться в спальню. Но по итогу весело будет только нам, а ей не очень. Относим Бойл в подвал, где отдаем ее чертиле. Сваливаем через ту же канализацию и желательно успеваем проплыть перед закрывающимися воротами. Все. Процентов. Давай. По дну. Да меня рыба застопила! Тварина! Мне чуть ноги! Убей рыбу! Съешь! Стена! Башня Дануола. В этой миссии я конкретно так разочаровался, так как подняться наверх без магии у меня не получилось. Опачки, бля. Да нет. Да ну вы чё? Да ну нахер. Да быть не может. То есть всю игру я проходил спокойно без переноса, а тут нате раз. Все? Получается, со стопроцентной уверенностью можно сказать, что Dishonored нельзя пройти полностью без магии? На самом деле нет. Без переноса этот момент спокойно проходится. Об этом я узнал в ролике вышеупомянутого Спектра. Там он использовал пружинные мины, чтобы запрыгнуть в окошко. Я же пытался это сделать гранатами, которые дают лишь небольшой толчок. А про пружинные мины я вообще забыл. Да и мне кажется, что мне бы их не хватило, так как я не подбирал их, не покупал и тем более не прокачивался на дополнительные слоты летального оружия. Что ж, идем дальше. Доходим до башни, попутно страдаем, так как дозорная башня, огромное количество охранников и их конченые маршруты не дадут расслабиться. В башне все будет чуть-чуть попроще, но все равно нелегко. Выдаем все грехи лорда-реагента и сваливаем. Ну а теперь... Затопленный квартал. Или же Подольск. Ух, бля, вот этот уровень точно худший в этом прохождении. Начнем с того, что у тебя отбирает все снаряжение, соответственно, хер тебе, а не арбалет с дротиками, а закончим тем, что вылезти из этой злоебучей бочки без магии невозможно. Я пытался и кирпичи поставить, но сразу знал, что это не работает, так как они не имеют коллизии по отношению к Кору, по крайней мере, к его ногам уж точно.
А пружинные мины тут не помогут, так как снаряжение забрали. В общем, со стопроцентной уверенностью можно сказать, что этот момент невозможно пройти без магии чужого. Подтверждением этому служит вышеупомянутый ролик и комментарии к нему. Как видите, он там до сих пор закреплен. Считай, на этом прохождение заканчивается, но все же я решил посмотреть, как оно будет дальше. Поэтому забираемся на решение и отправляемся к Дауду. Вот тут уже нифига не весело оказалось, ибо количество ассасинов везде, где только можно, не дает спокойно пройти, так еще и собаки. В общем, у меня получилось с горем пополам добраться до этого злосчастного окна, а там уже более-менее спокойно добраться до Дауда и стащить у него ключ как про. На выходе из квартала забираемся на крышу здания, оттуда на турповозку. Ловим веселый баг, умираем. Катакомбы сами по себе несложные, особенно если вы проходите на низком хаосе, ведь плакальщиков там не будет от слова совсем. Но у меня там возникла проблема. Так как я выполнял квест Ветоши, то обнаружил Слэк Джова у нее в плену. Старая просит помощи, и тут у меня встает выбор: либо убить бабку, либо Слэк Джова. Оба этих варианта меня не устраивают, поэтому я просто хватаю ключ и сваливаю как можно скорее. Где у меня выбор? Либо убить одного, либо второго. Я без убийств прохожу, я не могу типа не выбирать, блядь. Я могу, конечно, спиздить у этой пизды ключ и попытаться съебаться, но я не знаю, скорее всего, мне пизда и меня спалят в этом плане. Возможно, сейчас пройдет нормально. Быстрей, 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 быстрей. Ладно. Отлично, прекрасно. Лоялисты. Тут по большей части ничего сложного. Надо всего лишь выполнить квест Пьеро по завершению супер-дупер-ультра-мега разрядного столба и, использовав нелетальный режим, успеть всех противников на локации. А вот на острове Кинг Спэроу все уже не так гладко. Нужно отключить световые стены, забравшись в этот люк. И если не получается прыжком, то можно использовать пружинные мины. Оба! Крыса смерть. Я убил крысу из... Чего, бля? The fuck? Что? Ты... А, так вот, оказывается, как крысы размножаются. Отключив стены, добираемся до любых ворот, и тут возникает проблема. Корова не может перелезть через ворота. Но если изловчиться, то можно запрыгнуть вот отсюда. Как же хорош! Также не обязательно все это проворачивать, а можно пойти более простым путем через люк позади форта. Точнее, не позади, а справа, если смотреть от точки старта. Скипаем все столбы охранников по вот этим трубам. Или что это. Добираемся до маяка, оттуда и до Хевлока. Спасаем Эмили и финал. Это было трудно. Это было долго. Опачки. Прошел. Есть что-то. Стил. Это было жестко, конечно. Shadow complete all missions after prologue without alerting anyone. Там. Плоть не приобретая сверхъестественные способности, кроме переноса, нам просто изначально дается. Я им и не пользовался. Не без убийств абсолютно, короче, это потом посмотрим. Чивочки. И итого на прохождение ушло около 10-11 часов, что является моим самым долгим и сложным прохождением. Так, ну теперь самое главное, как я его запорол. Я даже ничего не буду говорить, я просто вставлю моменты со стрима. Во, я вспомнил, что хотел сделать. Ачивки свои посмотреть, вот новые. Нозеров. Подожди, в смысле, блин. Избавились от всех основных жертв одними способами. Прощальный аккорд убить. Пытаться убить Корва Тана, не то. Да ладно. Да ладно. Мне не дали. Мне не дали ачивку. А почему? Почему? Сука, за что? Ты издеваешься надо мной? Пройти игру, никого не убив. Так я никого не убил. Мне в конце каждой миссии было нет убитых, блядь. Я шиз или чё? Блин, теперь у меня возникло огромное желание просто... Я пересмотрю, наверное, все 7 часов, все 11 часов стрима. Игры я найду, сука, момент. Сука, я сейчас даже проверю.
Так, вот самый первый стрим. Вот самая первая миссия. Подожди, может я в тюрьме кого-то... Да нет, я никого не убивал в тюрьме. Да ладно. Да ладно. Да вы гоните. Это серьезно? Далеко идти не пришлось. А как? А кто? Почему? Кого я там убил? Ну все, давай по новой, Миша. Честно, я понятия не имею, как так вышло. Я дважды пересмотрел запись стрима и могу сказать, что я там никого не убивал. У меня есть пара вариантов, как это могло произойти. Либо это баг, что очень странный, но баг. Либо я плохо спрятал одного из охранников, и до него добрались крыски. Но на том же стриме я перепрошел тюрьму, на этот раз без убийств. Так что можно сказать, что в принципе все миссии я прошел без убийств, не спалившись. Правда, немножко не в том порядке. Что можно сказать по итогу? За всю игру обязательно нужно использовать магию, что расстраивает. Ведь даже если опираться на мой опыт прохождения уровней без магии, то практически на каждый момент, где нужно использовать магию, есть какая-то лазейка, какие-то ящики, где можно забраться без магии. То есть как будто бы игра под это предусматривалась, но на самом деле нет. Возможно, когда-нибудь найдут способ вылезти из этой сраной бочки без магии. Ну а пока Dishonored пройти без магии нельзя. Нужно как минимум один раз использовать магию. В своем прохождении я же использовал дважды, потому что про пружинные мины я забыл. Вот так вот. Спасибо всем огромное за просмотр. Надеюсь, ролик понравился. Всем удачи. Там, не повторяйте такие муторные прохождения, только если вы уж не совсем отбитый человек. Мне кажется, без стрима я бы вообще с ума сошел такое проходить, но на стриме хотя бы весело с аудиторией общаться и прочим, так что вот приходите на стрим, они теперь будут проходить на Твиче, ссылка на Twitch в описании. Хотя, скорее всего, они уже начали проходить на Твиче, потому что когда я этот ролик закончу, без понятия. Поэтому вот такие дела. Всем удачи, хорошего настроения, счастья вам, до встречи. Вот такие дела. До встречи в следующем ролике. Всем удачи, счастья и всем пока. Возвращаемся к слэджу. Возвращаемся к слэджову. Сука. Возвращаемся к Да что у него за имя-то такое, блядь? Возвращаемся к Слэкджову. Слэкджов. S-L-E-K-J-O-V. Возвращаемся к... Сука!